Приветствую всех, кто меня смотрит. Сегодня мы находимся на набережной реки Доуру. Это север Португалии. И на том берегу мы можем видеть город Порту. Второй по значимости город Португалии, можно сказать, северная столица. А на этом берегу находится город Вила-Нова-де-Гаия. Очень важный для экономики Португалии город и очень интересный для туристов, потому что именно здесь, в Вила-Нова-де-Гаия, а не в Порту, находятся знаменитые на весь мир погреба Портвейна. И здесь же находятся музеи Портвейна и дегустационные залы. Это очень интересный маршрут, и за один день его не пройти, конечно, но парочку интересных мест мы посетим сегодня. О, вы посмотрите, как много рыбы в этой реке, и какая она крупная, даже можно сказать огромная. Да, ее хоть руками бери, вот это да. А это деревянные палки ограждения, чтобы рыбка на берег не выбежала, по-видимому. Здесь хорошо бы еще взять экскурсию по реке или прокатиться на канатной дороге. Но сейчас зима, и погода сегодня не солнечная, да и цель у нас другая. Поэтому заходим вот в этот музей и дегустационный зал Портвейна марки Реал компания Веля, который открылся совсем недавно, 10 сентября, в день Портвейна и в свою 265-ю годовщину. Реал компания Веля – одна из старейших компаний Португалии. Она была основана маркизом де Помбалом как привилегированная компания-монополист в 1756 году. И тогда она являлась эксклюзивным производителем и распределителем вина из винодельческого региона Доуру и имела привилегии беспошлинной торговли и экспорта. И в этом музее мы можем видеть различные машинки того времени для маркировки деревянных ящиков, ручной насос для перекачки вин, тележку для перевозки бочки. Также здесь показывают фильм, документальные кадры, как бочки сплавляли по реке Доуру, какой это был тяжелый ручной труд и как люди спали в этих лодочках. Рецепт портвейна и его история есть уже в одном моем видео, ссылочка вверху. А здесь стоит сказать о короле Жозе I, который 10 сентября 1756 года вместе с маркизом Помбалом и создал главную сельскохозяйственную компанию вин Верхней Доуру, и которая позже стала называться Реал компания Веля, старинная королевская компания. Слава Портвейна росла во всем мире, и на этой карте мы видим, в каких странах и когда были открыты представительства компании. В Россию, например, были отправлены эмиссары в начале 1780-х для создания своих складов в Санкт-Петербурге и Архангельске. И вот, наконец, мы в дегустационном зале, где выставлены разные виды портвейна этой марки, и нам дали попробовать белый и красный. Белый называется лагрима, что значит слеза, очень ароматный, полон фруктовых ароматов, с долгим и стойким послевкусием, стоит он 10 евро. А красный карвальюш, по-португальски карвалью дуб, назван в честь виноградной фермы Quinta das Carvalhas, которая находится на левом берегу реки Дору, и стоимость этого портвейна уже 46 евро. Надо сказать, что если не быть профессиональным дегустатором, то слишком большой разницы не почувствуешь между портвейнами за 5-7 евро и за 40-60. Все они наполнены глубоким вкусом и имеют разнообразные оттенки ароматов, и все они прекрасны по-своему. Интересно было попробовать портвейн Реал компании Нова. И мы сразу переходим в конкурирующую компанию Феррейра.
также очень старую и с очень интересной историей. Эта компания необычна тем, что ее образовала и расширила до размеров империи женщина. Это было даже не редкостью в то время, это было просто невероятно. И сейчас мы заходим в большой зал, который в то время был обычной улицей. И мы идем по мостовой, и по дороге встречаем вот такую елку из бутылок. Очень оригинально придумано, но из чего еще должна быть сделана елка в винных погребах? Очень красиво и атмосферно. Красиво мерцают лампочки внутри бутылок. И тут же находится автомобиль. Именно такой транспорт и колесил по этой мостовой, которая сейчас накрыта крышей и смотрится как огромный зал. Но все же это настоящая мостовая. А это фонтанчик для набора воды для бывших жителей этой улицы. Он примыкает к небольшому домику, который в свое время снимала Дона Антония Аделаида Феррейра. В будущем миллионер, меценат и мать всех бедняков. Сначала мы проходим небольшой музей, где выставлены печатные и счетные машинки, на которых работала эта гениальная женщина, и ее платье, в котором она запечатлена на этикетке ее же портвейна. И идем дальше вдоль этих винных огромных бочек. Донна Антония Аделаида Феррейра, родившаяся 200 лет назад в простой семье, занимающейся выращиванием винограда, сумела не только построить одну из крупнейших компаний в мире, но еще и стала практически святой. Она строила школы, давала работу и всегда была на стороне беднейшего. В неспокойном XIX веке, когда началась эпидемия виноградников, 1000 производителей были на грани разорения и продавали свое хозяйство за бесценок. Донна Антония продала все, что у нее оставалось от мужа, и скупила все виноградники вокруг. Затем привезла лекарства из Англии и вылечила виноградники. Она никогда не останавливалась на достигнутом и не сдавалась, и смогла вскоре раздвинуть границы своего винодельческого хозяйства до государственной границы. Она блестяще управляла своей империей, которая объединяла 24 поместья в долине Дору, была жестким руководителем и профессионально обходила мужчин-конкурентов. Материальное состояние Донны Антонии было одним из самых огромных и могущественных в Португалии. Но, несмотря на это, она отказывалась от увеселительной жизни при дворе, а предпочитала играть в карты со своими фермерами в свободное время. В бизнесе она была очень агрессивной и расчетливой, но во время эпидемии холеры она раздавала деньги беднякам, строила больницу для холериков. И всегда говорила, что каждый человек должен делать все возможное на благо человечества. В день похорон Донны Антонии 1000 людей выстроились вдоль дороги на протяжении 4 километров до кладбища. Процессию сопровождали 95 священников, и люди преклоняли колени, отдавая последнюю дань уважения женщине, которую уже давно называли святой. А мы вышли из погребов и проходим сейчас в дегустационный зал, где попробуем ее великолепный портвейн. Несмотря на болезни виноградников и на другие невзгоды и кризисы, которых у Донны Антонии тоже хватало, она не продала ни одной бочки вина из старых запасов мужа. И сейчас в винном погребе компании хранится более 12 000 бутылок, самая старая из которых датируется 1815 годом. Каждые 20 лет проверяется качество во время операции по замене пробок, и все они прекрасны, полны ароматов и жизни. Великолепный портвейн, который, повторюсь, прекрасен за любую цену. Плохого портвейна не бывает. А на этикетках Феррейры мы еще и можем видеть одну из самых ярких и гениальных личностей Португалии XIX века.
Спасибо Доне Антонии за ее детище. Мы прямо-таки прониклись историями из ее жизни. Очень познавательно и вкусно. Но другие дегустационные залы мы сегодня уже не успеем посетить, так как закрываются они рано. А посему будем заканчивать, но обязательно вернемся в это место еще не раз для знакомства с новыми марками. Пусть этот замечательный напиток будет на новогоднем столе у всех желающих его попробовать. И до новых интересных встреч!